Добро пожаловать на мой канал, привет! И сегодня я вам расскажу про тусовочные места в Сеуле. На этом видео я встретила своего парня с работы, и мы случайно забрели в магазин Concept Store Gentle Monster. В Сеуле находится два таких магазина, поэтому в следующий раз, возможно, я покажу вам второй. Па-пара-пара-па-па. И вот мое одно из самых любимых мест. Это Будда бар, я его называю. Тут такая крутая атмосфера. Здесь очень аутентичный выбор коктейлей и высокий прайс. Где-то $15 за коктейль. Я выбрала один коктейль обычный из меню зеленого цвета, а второй вы видите его в самом конце. Красный с розой. Это коктейль называется Карма, и бармен сам готовит его именно для вас на свое усмотрение. Я так думаю, что это типа твой soulmate карма коктейль. Короче, это интересно. Следующее место мне посоветовала сестра моего парня. Этот бар находится на чердаке старого дома в андерграунд районе. Безумно понравилась атмосфера, диско, неон, музыка. Хотела запрыгнуть в старую тачку, уехать в Пальму, закат, под синтвейв какой-нибудь, практически погружение в прошлое. Еда здесь была очень вкусная и много интересных коктейлей. Благодаря этому месту я открыла для себя самозаваривающийся том-ям. Теперь я готовлю это каждый день и покупаю просто коробками до купанги. И также я попробовала чуросы, это корейский такой детский стритфуд. Еда была довольно простой, но приготовлена круто. Также можно было посидеть на балконе, расслабиться, покурить, посмотреть на архитектуру, как смешивается современный город со старым. Интересный факт про это место. Хозяин этого бара, как я поняла, он интернет-артист, художник, дизайнер. И все афиши, которые висят на стенах, это его работы. Так как из-за короны все закрывается очень рано, мы решили продолжить нашу мини-пати на берегу милой речки. Мы долго сидели и разговаривали на берегу, потому что атмосфера была просто кайф. Вот и следующее интересное место — это улица Кафе, так называемая. Здесь расположены одни из самых интересных и популярных модных кафешек в Сеуле. И так как я люблю ретро-вайб, мне безумно понравился этот киоск. И, кстати, девушка, которая тут работает, она сама играет в эти автоматы, по-моему, это очень мило. И здесь можно найти пленку для кассет и различные благовония. Так как я профессионал в этом деле, я рекомендую купить те, что находятся снизу. Они самые вкусные и необычные. В этот раз я взяла на пробу вкус 7 чакр. Также по пути мы нашли Other Space. Это такое арт-пространство, выставка корейского бренда. Даже не знала о существовании подобных пространств в Сеуле, поэтому было еще интереснее рандомно найти такое место. Одна из концепций этих комнат заключается в том, что в каждой из них распыляется разный запах. Получается, что ты воспринимаешь искусство не только визуально, но и посредством обоняния. Я обожаю все, что связано с духами, смешивание ароматами, запахами, поэтому для меня это место было находкой. Все запахи были очень интересными и необычными. Они по-особенному отличались друг от друга. А объекты в композициях двигались по своим особенным ритмам. Было очень интересно погружаться и изучать их. Вот так интересно выглядит примерочная, и она, кстати, тоже с запахом. На самом деле вайб, который там испытываешь, он незабываем. Честно, я еще раз хочу сходить туда уже более как-то осознанно, еще раз прочувствовать эту атмосферу и, может, сделать фотографии оттуда. Давайте теперь поговорим про сам бренд. У моего парня была футболка этого бренда, но она мне особо не нравилась, поэтому я думала, что Адер это какой-то говнобренд. Но качество было, кстати, очень хорошее. Когда я увидела эти шмотки, это была любовь с первого взгляда. Качество и дизайн на высоте.
Расскажу еще про само место. На первом этаже этот весь Space объект, на втором этаже кофейня, на третьем этаже руфтап. А сейчас мы выходим и идем дальше путешествовать по этому району. Мне очень понравилась эта стена. Трайбл, моя любовь навеки вечные. Какой кайф. В следующий раз приду и сделаю там фотку. Неожиданно для нас за этой стеной, оказывается, находится то место, куда я собиралась ходить. Это кафешка с бассейном. Короче, на видео я была очень радостная, поэтому я вырезала этот момент. Вот это мы зашли внутрь. Кстати, прайс на такие пироженки в крутых кафешках обычно 8 или 9 долларов. Мы долго выбирали место, куда бы присесть. Бывали на всех этажах, нашли руфтоп, вон там, с очень крутым видом на небоскребы. В итоге мы решили расположиться у бассейна. Благодаря звуку воды и свету была такая расслабленная, приятная атмосфера, я кайфанула. Потом неожиданно нашли еще интересное место, такой внутренний дворик. Люди так мило сидели там и общались. В следующий раз я тоже хочу сюда сходить. Вдруг я неожиданно вспомнила, что в этом районе находится еще одно супер популярное место, которое посвящено гонкам, тачкам, тюнингу машин, если я не ошибаюсь. И мы сразу же отправились туда, благо это было недалеко. Мне очень понравился песок, такая атмосфера Лос-Анджелеса, Майами, закрытая вечеринка и приглушенный свет. И самая крутая фишка — это разъебанная машина, которая стоит в песке, еще не хватает огня. Это пространство делится на два помещения. Первое — это типа послушать диджейский сет, покурить кальян, выпить коктейлей. И второе место, куда мы пошли, это было такой chill-зон, где можно попить кофе, поболтать с друзьями, позалипать на LED-экран, послушать музыку. И главная фишка этого заведения — это крутая точила, которая стоит просто посередине помещения. Боже, это прекрасная машина, я хочу себе такую. И также тут мерч, всякие примочки, штучки от бренда. У меня было такое чувство, что сейчас неожиданно откуда-нибудь выйдет A$AP Rocky и начнет свой концерт. Если вы живете в Сеуле и вам нравится такой стиль, то обязательно пригоняйте сюда, вам точно понравится. И следующее рекомендуемое мной место находится на Сангсу. Это что-то типа соджу-бара, но более в современном обличии. Больше всего я обожаю эти серебряные стулья, они просто офигенные. Будьте готовы, что, возможно, вам придется ждать свободных мест, потому что это заведение достаточно популярное. Еще один минус, что тут всего лишь один повар, поэтому еду приходится ждать тоже очень долго. И очередной мой любимый бар, он находится в районе Мунле. Это супер крутое место, потому что тут очень много новых заведений. Обожаю музыку в этом баре. Еще мне приглянулся этот мужчина, он сидел один в костюме, попивал свой коктейль и задумчиво смотрел вдаль. Похож был на босса из какой-то компьютерной игры. Думаю, он добавил шарма этому заведению. А я по ошибке заказала себе мартини без всего. И это было очень жестко, не совершайте таких ошибок. А также на Мунле мы заскочили вот в этот рестик с черепахами. Мы заказали вино, пили вино, смотрели на черепах, как они болтаются там в грязных бассейнах. К сожалению, это выглядело очень грустно, но очень вкусно. Кстати, у сестры парня, по-моему, был день рождения, и мы решили так вместе отметить его. Перед закрытием всех заведений я просто гуляла по улочкам, смотрела, что тут еще есть. Наткнулась на такой интересный хип-хоп ресторан. Как всегда, вайб мне понравился, но уже было поздно туда идти, поэтому вот просто посмотрите. И наконец-то мы дошли до клуба Фье. Это Итэвон, самый тусовочный, самый иностранный район в Сеуле. Это мой любимый клуб с самой крутой музыкой, самыми крутыми диджеями. И это была просто удача. Так совпало, что играл мой знакомый в этот день. Я вам покажу потом. Вот тут вот он играет. Это я
пытаюсь танцевать под ритмы прекрасной музыки. Раньше я слушала такую музыку, но сейчас я постарела и как бы предпочитаю что-то более спокойное. Но я вспомнила свои лихие времена. Очень было интересно то, что мой парень тоже танцевал, хотя он совершенно не любит такую музыку или просто ее не слушает. И на следующий день у нас болело просто все тело от таких ритмичных движений. Как всегда, все бары закрылись слишком рано, и мы пошли тусоваться на улицу. Обычно все люди собираются в этом месте и начинают тусить дальше, пить алкоголь. Некоторые начинают танцевать, как этот парень, он вообще был звездой этого вечера. Попозже он нам рассказал, что он был танцором у G-Dragon, если я не ошибаюсь. Но и были очень странные моменты, когда он подходил очень близко и трогал всех за колени. Это было необычно. Потом девушка, которая сидела возле меня, встала и тоже начала с ним танцевать. Вот такой интересный получился у них коллаборейшн. Мне очень понравилось это ее движение, такое необычное, ритмичное. Короче, вы в танцах. И завершающая история. Как-то раз мы с моим парнем катались на самокатах по району Ханде, и я увидела, что из окна этого заведения горит яркий красный неоновый свет, и мне стало интересно, что же там внутри. А внутри были люди, которые напоминали зомби, качавшиеся под звуки регги. А на этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся. Пока. Чао. I love you, baby.